Приветствую вас, дорогие зрители, меня зовут Искал, добро пожаловать на мой канал. Смотрите, какая сегодня у нас интересная вещь происходит. Великогерманский рейх практически захватил весь мир, но за исключением, наверное, единственной Португалии, которая осталась жива у нас в Испании. А так, вся Европа, южная, восточная, северная, неважно, под контролем Великогерманского рейха. Но есть одно но. В центре этой Европы находится маленькое государство Израиль, которое каким-то образом переместилось в Швейцарию и теперь противостоит огромной мощи Третьего Рейха. У нашего Израиля с вами есть очень хорошая промышленность на начало. Около 60 военных заводов, 55 фабрик. И это только начало. Все это можно описать таким вот образом, что все ученые, все выдающиеся люди, которые не захотели оставаться под гнетом Германского Рейха, перелетели к нам. И теперь мы строим свою историю. А как именно Швейцария у нас превратилась в нейтральный Израиль, напишите в комментариях. Самый залайканный комментарий ставлю в следующий видеоролик. Смотрите, сейчас у нас с вами идет война против Третьего Рейха, вот против этого Великогерманского Рейха. Он объявил нам войну. У нас с вами 40 дивизий против, где-то 120 дивизий Третьего Рейха. Нам нужно что-то с этим делать. Мне мододелы мои скинули сейф, мы тут уже распределили производство, чтобы не отвлекаться на этом в будущем. Вот такое вот примерно у нас с вами производство будет. В основном мы будем с вами играть через танковые дивизии, используя поддержку пехоту нашу. Ребята, самая главная задача, которую мне нужно выполнить для достижения цели в этом видеоролике. Мне нужно взять Берлин, а точнее Германию, столицу Великогерманского Рейха. И кроме того, мне нужно взять Париж. Ну и соответственно все города, которые лежат тут более-менее к этим городам. Если вам понравится данный видеоролик, то мы и дальше будем с вами выживать, пытаться воевать против Великогерманского Рейха. Будем ставить себе цели по взятию Лондона, Рима, Москвы. Короче, будет интересно. Сейчас цены на дополнение по Хойке, да и на саму Хойку очень сильно подскочили. Да и в скором времени выходит новое дополнение по Hearts of Iron, поэтому нужно уже подготавливаться. Например, я пополняю свой баланс Тима через Купи-код, дабы иметь самую низкую комиссию и моментальное зачисление средств ко мне на счет в Стиме. Пополнять свой баланс через Купи-код очень легко, просто, быстро, дешево и самое главное безопасно. Пополнение нашего счета происходит 3 действия. Вводим свой логин, вводим промокод, который вы сейчас видите на экране. По этому промокоду комиссия на пополнение счета Steam снижается на 2%. Действие промокода ограничено, поэтому пользоваться им нужно прямо сейчас. Дальше нам остается только применить наш промокод и нажать оплатить. Смотрите, сколько тут способов оплаты. Очень важно, ребят, отметить, что сервис не запрашивает пароли и другие данные от аккаунта, только логин, который нужно пополнить. Поэтому ваш аккаунт останется в безопасности, на этот счет можете не волноваться. На сайте также можно авторизоваться с помощью Телеграма или ВК и получить 50 бонусных рублей, а для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на каждое пополнение аккаунта. Кроме российских аккаунтов в Steam, можно пополнять также казахские. Все это делается также очень просто, благодаря удобному калькулятору, который считает за вас денежки по актуальному курсу. Исходя из этих сведений, обязательно попробуйте пополнить свой баланс Steam через этот замечательный сервис. А по моему промокоду, который вы также видите на экране, пополнить свой баланс Steam можно с дополнительной выгодой. Пользуйся, а то промокодик ограничен. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. По национальным фокусам мы с вами идем на развитие политики, теперь по политике военная экономика, расширенный призыв. Здесь мы ничего интересного не возьмем, к сожалению, ну и остается нам брать всякую дичь, которая у нас тут есть. Можно еще взять улучшение рабочих условий, поднять себе стабильность. Так, давайте время на 4 запустим, посмотрим, что будет происходить. Вроде укрепления здесь у нас везде есть, да, но они такие себе, может несколько укреплений новых построить. Пока Третий Рейх там переводит свои дивизии, давайте пока что с вами сделаем маленькую такую грязюку, освободим некоторые территории, которые нам пригодятся с вами в будущем. Пройдем сюда нашими войсками и вот сюда нашими войсками. Примерно вот так расширим мы нашу территорию. Это будут у нас такие дополнительные рубежи. Еще Дижон бы взять. Ладно, давайте тогда вот так делаем. Немножко мы также обезопасим Женеву. Возьмем с вами город Анси. Надеюсь, успеем мы его взять. Вроде успеваем. Отлично. Враг уже приводит свои дивизии на нашу с вами границу, но мы воспользовались с вами шансом и вышло довольно-таки неплохо, согласитесь. Пока что вот такие вот у нас успехи в этой войне. Попробуем первый котел сделать. Не, первого котла не будет. У нас не получилось захватить тут провинцию, ладно. Еще знаете, что надо сделать? Надо нам захватить, по крайней мере, Лион. Тоже будет у нас такой плацдарм за речкой, потому что через реку пробиваться, когда сюда противник подведет очень много дивизий, ну того. Слишком дорого будет для нашей промышленности, для нашей армии. Все отлично. Пока что по такому рубежу держим оборону, ждем, когда наши дивизии с вами укрепятся. Можно уже перейти, в принципе, на 5-ю скорость. По военным заводам у нас один военный завод доступен. Будем пока что 5 бронепоездов делать. Бронепоезда нам нужны для снабжения. Противник делает
иногда вот такие попытки пробиться на нашу территорию, мы должны с вами сидеть. Давайте по шаблонам. У нас есть пехотная бригада, которая состоит из такого вот шаблона. Прикольный шаблон, который поможет нам в будущем. Танки у нас состоят из такого вот шаблона. Так, противник там сводит все больше и больше войск на нашу общую границу. Стоит еще также отметить, что у противника есть некоторые национальные новые территории. Например, Лондон — национальная новая территория у Третьего Рейха, Франция — то же самое, Рим. Короче, важные такие города по типу Амстердама и так далее. То есть противник сейчас, буквально пару секунд, пару минут придет в себя, и нам будет с вами плохо. Мы должны с вами накапливать укрепленность. Играем мы через третью доктрину, она у нас изучена по умолчанию. Хорошо. Что у нас по танковым дивизиям? Сможем ли мы первые танки делать? Пока не можем. Еще, кстати, нам добавили здесь новые ресурсы, то есть у нас с вами есть чуточку ресурсов, нужно этим пользоваться, но в будущем, если промышленность наша будет расти, нам этих ресурсов, понятное дело, хватать не будет. Смотрите, здесь нам снабжения не хватает, здесь нам нужно до Леона построить вот такой вот хаб, и сразу его, наверное, нам нужно прокачать до 2 уровня. Все, отлично, пускай у нас строятся железные дороги. Здесь просто дивизии сильно истощаются, а я не хочу, чтобы они истощались. Мне еще как бы не хватает пехотного вооружения. Кстати, по пехотному вооружению у меня 20 военных заводов, да? Все, отлично, и по десятке на все остальное. Ну ладно, нормально, в принципе, нормально. Самое главное, чтобы производство танков быстрее росло. По исследованиям я пошел на улучшенное ПТО, я буду использовать самые последние технологии наших ПТОшек на наших танках. Еще в будущем планирую создать огнеметные танки для легкого прорыва на территорию противника, но опять же это как-нибудь в будущем. Так, здесь мы тоже делаем линию фронта, не забываем. Во, противник первой атаки проводит. Ничего себе, даже так. Что там по промышленности у Третьего Рейха? Ну, около 125 военных заводов, сами видите. И у него где-то 50 военных заводов на производство самолетов стоит. То есть бомбить нас будут очень и очень сильно. Я предлагаю нам пойти с вами по духу коллективизма. Как вы считаете? Возродить коммунистов в этом мире. Думаю, вы меня поддержите, поэтому погнали. Или стоп. Мы тогда будем терять с вами стабильность. Может, это потом сделать? Когда более-менее все будет, ну, знаете, более спокойно? Даже не знаю. Просто сейчас стабильность у нас нормальная, поддержка войны нормальная. А стоит нам начать идти в коммунизм, и все это дело пропадет. Давайте с вами возьмем тогда развитие вооружения, получим один военный завод. Наши дивизии вроде как получили наконец-таки снабжение. Что там по обороне? Ну, у наших дивизий оборона очень-очень хорошая. В принципе, можно попробовать провести атаку вот на эти позиции, попробовать выбить отсюда вражеские подразделения. Опять же, на 4-й скорости мы все это делаем, потому что нельзя позволять допускать фатальные ошибки. Давайте попробуем выбить эту дивизию. Как раз здесь речка будет еще дополнительно, то есть неплохо. Я вижу, что противник нам привел очень много разных танковых формирований. Посмотрите, тут везде то ли средние танки СС Панзер дивизии, еще какие-то легкие танки. Кстати, сейчас сюда придет железная дорога, со снабжением будет немного получше. Мы соединим 2 узла. Все, соединили мы наконец-таки 2 узла. Теперь у нас есть снабжение от столицы. Замечательно. Так, ну что же, мне кажется, в принципе, сейчас мы с вами можем выполнить задачу. Опа, Соединенные Штаты Америки объявляют войну Сиамской империи. А Сиамская империя... Нет, Сиамская империя не в альянсе с Германией. С Германией вообще ни одной страны в альянсе нет, потому что ни одной страны больше на карте Европы не существует. Давайте попробуем пробить вот эти танки. У нас это получается даже делать через реку. Хорошо идем. Молодцы, ребят. Сейчас на 4-й скорости полетим. Как только я буду освобождать территории, я буду стараться выделять из них марионеток. Если у нас получится так сделать. Отправляем наши сюда дивизии поатаковать. Сами двигаемся вперед, как только можем. Двигаемся вперед столько, сколько мы можем. Национальный фокус у нас не выбран. Берем развитие строительства. Замечательно. Дальше что мы делаем? Нам нужно, наверное, одну нашу дивизию вот эту перевести сюда. Может, получится нам выбить вот этот центр снабжения. Было бы супер. Да, кстати, мы центр снабжения выбиваем у противника. Отлично. Первые успехи мы в войне нашей делаем. Немец уже потерял от нас потери в размере 20 тысяч. Мы всего лишь 2000 солдат потеряли. Ждем. Отправляем сюда еще одно подразделение нашей пехоты. Давайте, братцы, пробиваемся. Отлично. Все, отлично. Дижон мы выбили, и по идее наше снабжение должно стать чуточку лучше. Сюда мы идем дальше. Кстати, новые дивизии готовы появиться. Сразу их выпускаем, даем их нашему генералу. Нам нужно опять строить с вами железные дороги. Давайте построим. В принципе, почему бы и нет. Надо до столицы довести этот узел снабжения наш. Продолжаем дальше идти вглубь Германского рейха. Скорее всего, он распределил огромное количество своих дивизий на охрану каких-то территорий важных, чтобы, ну, понятное дело, чтобы там сопротивление не росло, восстания не происходили. Но мне мой мододел говорил, что это все временно, по той причине, что скоро подчинение вырастет Третьего Рейха, и мне будет очень-очень туговато. Поэтому у нас такая фора с вами есть. Сюда ведем новое снабжение, улучшаем железные дороги. Что у нас по производству танчиков? Средние танки. На одну дивизию сколько нам танков требуется? Напомните ко мне. На одну дивизию нам требуется 250 танков, да? Давайте попробуем создать первую дивизию хотя бы. Отлично. А, кстати, я только сейчас понял, мы артиллерию с вами не производим. Нифига себе. Железные дороги, кстати, мы с вами построили. То есть здесь у нас снабжение
снабжение наконец-таки появилось. И, кстати, переводим наше снабжение теперь на машинки. То есть на машинках будем кататься и возить подкрепление нашим подразделениям. Так будет намного-намного лучше. Запускаем время, нам нужно создать агентство. Будем расшифровывать шифр Третьего Рейха, чтобы в определенный момент пробиться и устроить грязь на позициях Германии. Здесь мы продолжаем пробиваться в сторону Франции. Делаем мы это очень-очень хорошо. Вообще было бы неплохо, если мы сможем отрезать как-то вражеские войска, взять какую-нибудь группировку войск сил в окружение наше. Было бы вообще супер, но пока что пробиваемся и так, и уже хорошо. Продолжаем дальше пробитие на территорию противника, подходим потихонечку к Парижу. Париж — это наша первая цель, и я думаю, в скором времени мы ее с вами выполним. Сюда дивизию приводим, замечательно. Ну что ж, давайте Париж сам возьмем. Не торопимся, кстати, Париж брать не торопимся. Нельзя, чтобы противник нас отымел, скажем так. Воспользовался нашей дерзостью, окружил нас где-то, поэтому аккуратненько сюда одну дивизию отправляем. Просто укрепляем свои рубежи, чтобы в будущем взять Париж. Вот так мы делаем, все отлично. Наши дивизии потихонечку делают ротацию, правда наш фронт остался очень сильно ослаблен. Не, первая попытка штурма Парижа оказалась провальной. Выпускаем новые дивизии, отдаем их нашему генералу. Наши первые танчики с вами появились наконец-таки у нас на карте мира. Вот он едет, красавец наш израильский, едет. Сейчас мы его подгоняем сюда, назначаем, конечно же, командиру новому танчику, отправляем наш танк в бой и смотрите, что у нас происходит. Мы с вами не пробиваемся. Снабжения не хватает, здесь со снабжением какие-то беды у нас. Ну давайте хотя бы наш танк поучаствует в танковой баталии вот здесь. Что происходит здесь? А здесь красота происходит. Мы пробиваем вражеское подразделение, вражеский танчик, и вражеский танчик все, кончается. Отлично. Можно нанять агента, нанимаем нашу бабушку. Бабушку, конечно же, отправляем в саму столицу Германии. По снабжению что у нас? По снабжению у нас тут более-менее все нормально. Можно вот этот узел перевести тоже на снабжение по машинкам. Будет намного-намного лучше. Отлично. Кстати, все территории, которые в Швейцарии у нас находятся, наши национальные, и территория, которая в Израиле вот здесь находилась, тоже наша национальная, но она захвачена Третьим Рейхом. Вот такие вот приколбасы. Ладно, я думаю, тут со снабжением уже ситуация выровнялась. Давайте наши танки отправим в бой на Париж. При поддержке, конечно же, наших пехотных подразделений. Давайте четверочку включаем и смотрим, что происходит. Наши танки без проблем пробиваются, выбивают эту одну единственную пехотную дивизию нашего противника. Ну да, все, наши танки пробились, отлично. О, противник пошел в контрнаступ. Так, спокойно. Пошел противник наш контрнаступление по многим фронтам, особенно здесь на юге. Здесь нас в окружение взяли, но сразу мы должны с вами отступить из этого окружения. Все, отлично, уходим. Противник начал нас пробивать, смотрите-ка, танчик мы сюда наш приводим вот сюда. По всем остальным фронтам вроде менее все устаканилось. Попробуем контратаковать эту горно-стрелковую дивизию, и у нас это получилось. Противник, кстати, нас здесь вот атакует, здесь он может нас взять в окружение, нельзя ему этого позволять делать. Но первый котел, ребят, первые потери мы с вами понесли, потеряли мы с вами две наших дивизии. Наши потери увеличились до 50 тысяч, и противник, самое главное для него, смог нас выбить. Ну вот о чем я и говорил, вот стоило ему только привести побольше своих дивизий, нарастить производство. Отправляем наш танчик сюда, здесь равнины, здесь он должен без проблем пробиться. Еще один танчик выпускаем, назначаем там уже командующий, поддерживаем наступающие наши подразделения. Два наших танчика неплохо так идут в прорыв, неплохо. Сразу танчик мы отсылаем в Париж и захватываем с вами Париж. Все, Париж наш! Первую задачу мы выполнили 9 сентября 1940 года, здесь мы сейчас должны с вами очень сильно укрепиться. Смотрите, чтобы у нас тут потом мешок не образовался, я свои танки отсылаю вот сюда. Здесь мне нужно пробить нашего противника, чтобы хотя бы был маневр, если у нас какую-то дивизию выбьют, чтобы нас котел не взяли. Наши танки успешно пробивают вражеские танки, поэтому все хорошо, отлично. Вот такой вот рывок у нас с вами получился. До Парижа дошли, замечательно. Но я не могу дать независимость пока что, не могу дать независимость, но зато я могу назначить тайную полицию хотя бы. Здесь противник пробивает наши подразделения, здесь мы не должны с вами упарываться, здесь мы должны укрепить, потому что здесь мы можем потерять снабжение. Здесь противник нас может взять котел, приводим сюда наш танчик, успеет он подойти, не успеет, неважно. Из Труа отправляем сюда дивизию. Слушайте, а противник не унимается, сражается как лев, как тигр, пытается поймать нас на ошибке. К сожалению, нас опять выбили с вами из-под Парижа, блин, это вообще жесть, тут обороняться, ну очень трудно, очень трудно. Нам нужно с вами танки наши отвезти вот сюда, потому что здесь у нас нехваток снабжения не работает. Надо хотя бы Тру обратно вернуть под свой контроль. Блин, да тут такие бои позиционные проходят, что пипец. Здесь мы пробиваем противника, замечательно, отлично, хоть какие-то хорошие новости. Сюда мы отправляем наш танчик. Я хочу захватить вот этот аэропорт. Аэропорт мы с вами захватываем, замечательно. И здесь можем котел сделать из одной танковой дивизии противника. Главное здесь эту танковую дивизию выбить. Блин, а тут танки хорошие у противника. Должны мы первый котел с вами делать. У нас несколько дивизий умерло в котлах, блин, а мы ни один котел так и не сделали с вами. Все хорошо, замечательно. Здесь мы котел оформляем. Отправляем наши танки уничтожать вражеский танк противника. И давайте посмотрим на эту битву.
битву. Все наши танки вступили в бой, отлично. Минус танчик противника, котел закрыт нами. Мы здесь совершили очень хороший прорыв, я бы сказал, идеальнейший. Дальше мы с вами продолжаем изучать разные танковые исследования. Так, отлично, внедрили мы новую технологию в наши танковые дивизии, то есть новый танчик начали наконец-таки производить. Я думаю, будет нормально, Мне нужно выпустить еще один танчик, дать его нашему, конечно же, командующему, отправить его вот сюда в Париж. Здесь мы должны отступить с вами, не хочу, чтобы еще наши две дивизии попали в котел, отлично, отступаем. Но здесь, видите, вражеские танки пробиваются, надо наши танки пригонять, чтобы они пинали вражеские танки, по-другому никак. Сейчас опять танковая битва начнется по трой, но я думаю, наши танки сдержат натиск противника, еще одну пехотную дивизию на укрепление подведем, и будет вообще суперски. Да, наши танки справляются, подводим еще один танчик сюда, на помощь нашему вот этому бойцу, который сражается героически. Все, начинается еще очередная битва. Мастер танковой войны у нас практически изучился на нашем генерале, которому мы дали танки, замечательно. Учится он руководить танковыми бригадами, это же вообще суперски. Погнали дальше на Париж. Что нам делать? У нас задача стоит какая? Освободить Париж. Подводим сюда наши танковые батальоны, и сейчас будем опять же совершать рывок в сторону Парижа. Попутно я хочу снести организацию вот этим танком противника, потому что они меня бесят. Я хочу от них избавиться. Так, наш танк совершил прорыв, замечательно. Едем дальше. Захватываем здесь вот эту тему. Едем дальше. Захватываем подступы к Парижу. Едем дальше и захватываем сам Париж. Сюда мы отправляем наши танки потрепать нервишки немецким подразделениям. Наши танки с вами замечательно пробиваются. Следующий танк я отправляю вот сюда в пригороды Парижа. И захватываем мы с вами Орлеан. Вот так мы с вами делаем. Вот такой вот прорыв у нас с вами вышел. Замечательно. Наши танки не встречают никакого серьезного сопротивления. Противник уже потихонечку начинает истощаться. Орлеан наш. Все, пока что вот так остановимся. Отправляем сюда наши танки держать оборону. Все! Вот она! Сейчас главное не упустить момент и не сделать так, что наши позиции отожмут наш противник. Мы теперь должны держать просто грандиозную оборону и ждать, пока противник нас будет упарываться. Как там новые танки производятся? Потихонечку производятся. Ну блин, знаете, что еще роляет? Роляет еще вражеское превосходство в воздухе, а оно очень большое у врага, поэтому нашим дивизиям трудновато обороняться. Мы с вами воюем, считайте, с огромными дебафами. Еще учтите, что у нас ни одного командующего нету, вообще ни одного. У нас все тут пустое. Все пустое. Поэтому я жду, когда у нас наконец-таки наши командующие получат первые трейты и будет вообще супер. Так, здесь наши танки с вами пробились, отлично. Я сразу решил отправить свои танки дальше на пробитие вражеских пехотных подразделений. Здесь пехота поддержит наши танки. Что по потерям? Мы потеряли 135 тысяч, Третий Рейх потерял об нас 300 тысяч. Но здесь, кстати, мы теряем одну провинцию. Вот самое главное вот этот северный рубеж укрепить. Противник теперь начал внизу пробиваться, но я это могу остановить таким вот образом, просто отправить наши танки в бой. Танков не хватает. Не хватает на наших фронтах танков, которые могут держать оборону. Прям вот так замечательно. Но пора нам возвращать второй город Парижа, и я думаю, пора это делать нашими танками. Отлично. Но здесь я поделать ничего не могу. Таков путь. На нашу основную территорию противник пока что не пробивается, не удается ему это делать. Но если что, мы подводим сюда наши дивизии, так что нормально. Бои очень сильно позиционные ведутся. Тот же самый Париж уже 2 раза переходил из руки в руки, но пока что он под нашим контролем, и меня это радует. Все, один вражеский танк у нас в окружении, один наш танк его очень легко уничтожит, смотрите. Так, враг потерял еще один танк, у него уже потери около 400 тысяч, но нам уже не хватает танков для наших основных подразделений. Чего у нас по производству? У нас что, бомбят нас сильно так, что ли, или что? Ну да, военные заводы, слушайте, бомбят нехило так. Бангладеш там объявил войну Пакистану, но я не хочу даже на нее отвлекаться, у меня тут своя война идет трудная, жесткая, тяжелая. Смотрите, что я хочу сделать. Я хочу наш танчик отправить вот на этот танк противника, я хочу закотлить, попробовать вот эти 2 дивизии, которые здесь находятся. Для этого мы отправляем сейчас наш танк в бой вот сюда, сразу в бой. Наша танковая бригада без проблем пробивается через эту бригаду противника. Смотрите, как наш танк просто уничтожил танк вражеский. Так, здесь мы начинаем нашей пехотой потихонечку пробиваться через речку. Все это делается для того, чтобы закотлить. Просто мы как будто с вами потеряли очень много военных заводов, только я не понял, от чего мы их потеряли. Мы что, какой-то регион наш просрали или что? Что по капитуляции? А да, близки капитуляции на 4%, значит, что-то просрали, ребят. Нельзя такого допускать. Я сначала сразу и не увидел, что у нас там проблемы. Сейчас попробуем обратно вернуть Лугана под свой контроль. Ну давайте, пробьемся уже через эти 3 дивизии. Давайте, братцы, поднажмите танчик, пускай у нас пообороняется. Давайте, братцы, поднажмите, чуть-чуть осталось, и мы вернем себе наши военные заводы. Жмите. Че, может котел сделать, а? Че думаете, ребят? Давайте попробуем вот здесь пробиться и сюда отправляем наши танки пойти по равнинам. Закрываем по-быстрому вот этот котел, который у нас сформировался, всеми силами просто нападаем, уничтожаем этот котел, чтобы его не расформировали. Отлично, просто замечательно. Минус 1 котел у противника. Хорошо пошло. И смотрите, сейчас нам надо сразу наш танк, который участвовал в этом окружении, привести в Орлеан, потому что в Орлеане пробиваются вражеские танки. Давай, брат, ну едь ты, ё-моё, едь. Так, смотрите, сейчас я буду
пробиваться вот здесь. Отправляем сюда все наши дивизии, которые есть. Здесь у нас танки начинают пробиваться. Ой, как хорошо пошло. Ой, как хорошо пошло. Давайте, братцы, поднажмем. Сможем отжать себе нашу национальную территорию. Это наша территория. Со второго направления также поддерживаем эту атаку. То есть зажимаем их в такие тиски, можно сказать. Давайте, братцы. Наконец-таки отжали. Вернулась нам наша промышленность. Замечательно. Блин, как мы этого долго ждали. Вы не представляете. Наконец-таки танки у нас начинают ускоренно производиться. Вот так еще сделаю. И вот так. Фух. Я, наверное, оставлю здесь наши танки. И пускай они держат здесь оборону. Очень важная все-таки провинция. Так, я вот думаю, как мне дойти до Берлина, блин. Потому что до Берлина дойти будет трудновато. Потому что тут Третий Рейх оказывает сопротивление просто очень жесточайшее. Мы берем, кстати, с вами обязательную службу. Пора ее брать. Призрачного джентльмена берем, потому что больше некого. Кстати, благодаря тому, что мы с вами ворвались на вражеский аэродром, мы с вами захватили 50 вражеских штурмовиков. И чуточку, опа, началось какое пробивание наших позиций. Вот сюда танчик отправляем. Вот сюда пока что ротацию пехоты делаем. Я думаю, в будущем уже сейчас будем с вами производить самолеты, потому что самолеты, ну, очень сильно решают. Постоянно мы использовать наши танки, конечно же, для обороны вот таким вот образом не будем. Так, изучаем добычу ресурсов 3. Но сейчас мы, кстати, с вами создадим котел. 2 танковых хороших дивизии противника попали у нас в котел. Сразу уничтожаем эти дивизии, сразу вот просто моментально делаем эту тему. Все! Есть! Закрыли вражеский котел. Повезло нам, красавцы мы с вами. Не повезло, просто красавцы. Здесь мы, кстати, провинцию теряем, ну и бог с этой провинции. Главное, Орлеан сейчас укрепить, и все будет хорошо. Париж мы с вами держим. Здесь наши дивизии очень хорошо сражаются. Где-то противник начинает пробиваться, но ничего страшного, это просто акт мщения. Здесь наши танки тоже держат замечательную оборону. Противник там никогда не пробьется. Хорошо, просто замечательно. Мы закотлили с вами дополнительные танки. Я вижу маневр, где можно закотлить еще танков противника. Конечно же, я этим воспользуюсь. Сейчас будем котлить и котлить. Потери Рейха уже 900 тысяч. Смотрите, здесь я начинаю вот такой вот прорывчик. Блин, из-за того, что я приказы переназначил, у нас атака остановилась, но вроде нормально справились. Начинаем сразу уничтожение этого вражеского танка. Закрываем его со всех сторон. Минус вражеский танк противника. Замечательно. Хорошо. Все очень-очень хорошо. Мне все нравится. Так, я решил еще один котел замутить. Не знаю, получится или нет, но вроде наши дивизии здесь пробиваются. Но враг не спешит разобрать свой котел, поэтому мы без проблем здесь пробиваемся, уничтожаем вражеские подразделения, которые у нас здесь попали в наше окружение. Вот здесь провинцию захвати, и котел распутается. Но нет, они позволяют нам уничтожить вражеский танк противника. Замечательно. На этом я буду заканчивать наш видеоролик. Надеюсь, вам понравился данный видеоролик, данный формат. Если вы хотите увидеть дальнейшую часть, где мы будем выполнять дальнейшие задачи, которые перед нами стоят, то, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Сегодня мы с вами выполнили одну из задач, захватили Париж. Это было очень трудно. Но, к сожалению, не выполнили вторую задачу, захватить Берлин. Я думал, мы сможем как-нибудь, ну, ближе к 42 году. Третий Рейх оказывает, как вы видите, просто серьезнейшее сопротивление. Да и смотрите, что происходит у нас со страной. У нас 117 военных заводов, фабрик. У Рейха около 600 фабрик и около 300 дивизий. То есть, понимаете, насколько мы с вами сейчас могуче воюем против такого-то врага. Поэтому смотрите. В следующей части я, наверное, буду ставить перед собой задачу выйти хотя бы до Брюсселя, до Амстердама. И потом как-нибудь попробую здесь, наконец-таки, создать такую огромную зону влияния нашей армии. Пока что наша армия справляется, ну, с трудом, скажем так. Единственное, что спасают, это танки, потому что танки роляют жестко. Вот сейчас я танчик сюда приведу, и сразу оборона будет хорошая. Сразу никто пробиться не сможет. Так всегда. Будем с вами также пробовать, если вы поддержите этот данный видеоролик, захватить Рим. Рим должен пасть. То есть давайте поставим перед собой две такие задачи. Захватить Брюссель и захватить Рим. Я думаю, через Рим мы как-нибудь сможем здесь пробиться. Особенно вот здесь, где противник постоянно на нас упарывается. Захватить Милан. Через Милан дойти до Рима. Берлин нам еще не скоро предстоит взять. Очень-очень не скоро. Я бы сказал, до Берлина очень-очень далеко. Соединенные Штаты Америки, кстати, у нас здесь вот в таком вот виде представлены. Они, блин, не хотят нам помогать. Не хотят нам помогать. Я думал, Соединенные Штаты Америки будут нам помогать, но нет, мы сами. Мы чисто сами. За этот монтажик мы нанесли врагу потерю в размере 1 200 000 солдат. Большие цифры, хочу вам сказать. Поэтому ждите новую часть. Всем удачи и пока-пока.